Всем привет! Привет, привет. Сегодня у нас третий фильм про котика Вилли и про различные сферы его жизни. А в первом видео мы говорили про питание, во втором про шерсть и наши проблемы с шерстью. А сегодня мы говорим про котят. Как вы знаете, в прошлом году мы взяли двух котят, мейн-кунчиков, Анфису и Арчи. Вот они, красавцы вот эти. Соответственно, жизнь Вилли изменилась. Вот мы сегодня с Ириной поговорим о том, изменилась она в лучшую сторону или наоборот у котика появились какие-то там психологические проблемы. Итак, отношения взрослого кота и котят. Ир, вот ты когда брала котика, в принципе, ты как думала, ты как планировала? В общем-то, предполагала, что будут какие-то между ними терки, какое-то неприятие? Или ты, наоборот, рассчитывала, что котята сделают жизнь кота веселее? Ну, я вообще не думала, что буду. Я же знаю, какой у Вилечки характер, поэтому я заранее знала, что никаких конфликтов не будет. Но будет отношение как бы старшего с младшими, а это подразумевает некоторую долю насилия. То есть лупить их будет иногда, да? Ну, как бы, так положено. Да. И как бы, у Вилечки у нас очень такой мягкий, хороший, добрый характер, и он вообще не агрессивный. И я вообще не думала, что... Тогда я даже не думала, что какие-то проблемы будут. Их и не было, в общем-то. Вот у нас на канале есть уже там 43, будет еще до 50, наверное, серий про котят. В том числе пара серий есть, где котик проявляет некоторое насилие. В частности, лупит Арчика. С другой стороны, есть ряд видео, где котята ведут себя по отношению к коту без должного пиетета. Что-то у него там воруют, отбирают и так далее. Вчера Арчик у Вилли утащил мышь, да? Да, вчера такой у нас был очень нервный вечер, когда Вилечка принес мышь, но он ее всегда приносит и хотел в комфорте там поужинать, а тут Арчик, и ему так хотелось эту мышь, а мышей он приносит живых, и вдруг мышь побежала, и Арчик, конечно, схватил ее и умчался с этой мышью, и Вилечка так сидит растерянно, смотрит, Вилечку говорит, без ужина, это да? был мой ужин. Так вот. Вот в целом у них, какие у них сейчас отношения сложились? Вот год прошел, да? Вот какие, не год меньше, да? Сколько там, 8-9 месяцев. Какие отношения сложились у Вилли с котятами? Вот как ты их можешь характеризовать? У них в целом очень хорошие отношения, но они разные, потому что у всех у трех разные характеры, то есть у Вилечки с Арчиком такие отношения, с Анфисой у него другие отношения, но в целом они такие доброжелательные, потому что, вот, например, зачем там показывают этого жука? Пусть ползет. Их было очень много осенью, они все летели в дом, я их ловила и выбрасывала на улицу. Но их было очень много. Это, по-моему, типа какие-то... Так, давай рассказывай Ладно, про котов. хорошо. Ладно, хорошо. Что я хочу сказать. Вилечка им, например, всегда уступал. Он ждал, пока они покушают, и потом подходил и сам кушал. То есть он их... Но это до тех пор, пока его не посадили на диету, потом у него немножко испортились отношения с котятами, а сейчас обратно как бы он вернулся. То есть он всегда знает, что даже если они все съедят, ему все равно насыпят и консерву дадут, и поэтому он не беспокоится и спокойно ждет, пока они покушают. Насколько я вижу, особые отношения складываются у Арчика с Вилли. То есть Арчик за ним как хвостик ходит. Да, он как это в играх, это не в играх, а в комиксах это сайдкик называется, как это помощник. Есть супергерой, а есть его помощник. Арчик это помощник супергероя, да? Это сайдкик, вот этот вот и есть, да. Как они спят на кровати, сначала Вилечка ляжет, да, потом Арчик к нему. Это такая милота, Вилечка, у него режим дня, он приходит, когда ложится спать там днем, и вот когда он заснет, Арчик потихонечку, чтобы его не разбудить, прокрадывается и ложится рядышком с ним, и это очень такое прям это мимими.
Вот. Ну, и они на улице, я вот сейчас смотрю, они на улице вместе вот занимаются охраной и обороной, там сказать, Патрулированием. патрулируем, да. То есть Вилли главный, конечно, а Арчик за ним следует и тоже помогает ему в патрулировании. Абсолютно. Вот Анфиса в этом отношении, она особняком держится. Но с другой стороны, я смотрю, вот Вилли может проходить мимо Анфисы, он может ее полизать, да, вот так по голове, вот так он. Ну, вот такой слишком уж такой вот любви и нежности нет, но вот знак такого, как знак своего благорасположения, он так это делает. Да, он и Арчика там может полизать, и Анфиску может там пару раз лизнуть, но вот не так, чтобы вот уж. Но как ты оцениваешь отношение к нам? Вот отношение кота Вилли к нам, оно изменилось, там какая-то ревность появилась, еще что? Вот он стал к нам хуже относиться или нет? Или эти отношения ты не почувствовал изменения? Нет, конечно, нет. Нет, я тоже не почувствовал. То есть он также иногда подходит, может потереться, также он абсолютно... Ну, то есть вот, да, ему стало уделяться меньше внимания, но в какой-то степени вот это уменьшение нашего внимания компенсируется тем, что у него есть занятия, развлечения с котятами. То есть он может с ними и поиграть, он может как-то вот по утрам они играют, да? Ну, нет, вечером тоже, утром и вечером они, когда никого нет, когда, ну, им как бы зрителей нет, тогда вот они, Вилечка там может даже побежать и даже там запрыгнуть куда-то вот, то есть вот так даже, несмотря на всю свою солидность. Вот, да, если раньше у него общение было все целиком замыкалось на нас, а теперь у него значительная часть вот этого его общения, она связана так или иначе с котятами. Ну да, но иногда, конечно, он хотел бы быть единственным любимым котиком, как бы кто же этого не хочет. Вот. Но в целом он, в общем, его как бы жизнь стала... Ну, у него и раньше была неплохая жизнь. Я не могу сказать, что она стала лучше. Она у него и раньше была хорошая. Она просто немножко стала разнообразнее, но качество ее никак не улучшилось. На первом этапе, ну вообще, да, мы с тобой, в общем-то, все время давали понять котику, Вилли, то есть оказывали ему специальные знаки внимания, давали понять, что да, вот ты, вот как был ты у нас вот самый-самый, так и остался, ты не переживай. То есть на первом этапе, вот когда котята появились, конечно, очень важно было продолжать оказывать котику, даже оказывать ему больше внимания, больше каких-то вот таких жестов, чтобы он не заревновал. Ну, я хочу сказать, что как бы это не так уж все было вот так вот прямо аж он переживал. Это нет, он когда чувствует, что ему не хватает внимания, он просто приходит и... Он сам приходит, говорит, любите меня. Да, говорит, вот он я, говорит, смотрите, говорит, давайте мне то, давайте мне это, давайте вот я буду рядом лежать, вот давайте пойдемте вы мне креветку дадите. То есть он как бы не заморачивается особенно, он вот, то, что ему положено, давайте. Ну, то есть такого, чтобы он куда-то там уходил, чтобы он обиженный был. Нет, да, ничего такого, к счастью, не было. Какие-то переживания у нас, конечно, были, что, может быть, он там приревнует. Но все прошло как-то абсолютно... И с ними он очень-очень быстро, буквально через неделю, у них уже все нормально. То есть он как-то их адекватно абсолютно воспринял. Это кадр, ну, как это, летающая тарелка, да? Это да, Вилли на фоне летающей тарелки. Вилли на фоне летающей тарелки. Да. Лежит, озирает окрестности. Поэтому в отношении еды они как бы вот разбираются, ну просто всем хватает. Иногда бывает, что Арчик у нас до еды очень охочий, он может что-нибудь у Вилечки увести, но мы смотрим за этим, ему подкладываем, так что не остается. А так ловят мышей. Да, я думаю, летом это будет интересно. То есть они уже подросли, Арчик, Анфиса подросли, мышей полно. Сегодня мы горностая видели, да? Да, горностая. Горностая сегодня видели, бегал тоже. Арчик охотился на горностая. Да. В общем, у Вилли с котятами отношения, к счастью, сложились, и это не стало проблемой. Да, я очень Пока-пока. рада. Пока-пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!